Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале о вязании. Уже отсняла видео, но решила все-таки добавить вот такой вот кусочек видео в начале. Это, знаете, для тех людей, которые не посмотрят полностью видео и не услышат о том, где меня можно будет найти. Я еще повторюсь, конечно, в видео, но, в общем, скажу прямо вот здесь вот в начале, что я буду находиться в Яндекс.Дзене и на канале Telegram. Также у меня есть группа ВКонтакте. Все ссылочки на эти соцсети я оставлю под видео в описании. И также эти ссылочки есть в сообществе. Вкладка есть сообщество, и там вы найдете эти ссылки. Ну, мало ли чего, вдруг YouTube закроют, меня можно будет найти там. Вот. Может быть, я никому не нужна, но я знаю, что многим интересно смотреть за моим творчеством. И также покупатели смогут меня таким же образом найти. Поэтому подписывайтесь и приятного вам просмотра. Сегодня у меня уже воскресенье, 13 число. Да, в общем, каждый день собиралась что-то снимать, но по итогу, честно говоря, нет настроения. Нет настроения ни на съемку, ни на вязание. Ну вот собралась, так сказать, с мыслями, решила хотя бы небольшое какое-то видео вам записать. Показать, что я тут делаю, чем занимаюсь. Не особо много вяжется. Например, вчера я буквально там связала вот так вот головы уточки, и то из плюшевой пряжи. Все дело в том, что, ну, грубо говоря, мысли заняты о том, что то ли переходить на другую площадку, то ли заводить где-то в другом месте канал, либо, может быть, вообще бросить это все и забыть на какое-то время, потому что, ну, нет настроя ни на вязание, ни на съемку. Как я поняла, с 14 числа у нас уже будут блокировать Инстаграм. В этом году как раз-таки он у меня начал там развиваться. Ну, буквально полгода, да, как люди начали подписываться. Почти 2500 подписчиков, вот там 2300, наверное. Ну, в общем, неважно. Вот, только начала расти, и, в общем, все на этом закончилось. Я, конечно, понимаю, что, может быть, потом создаться что-то новенькое, но всегда очень сложно начинать что-то новое. Вот. Угу. В общем, поныло тут немного. Ну, правда, сидишь и думаешь, сейчас сниму видео в YouTube, а его просто, ну, закроют, удалят. И все мои 2 года стараний коту под хвост, да. Мне кажется, если закроют YouTube, мне придется немножко посидеть и просто погрустить. Я не смогу просто сразу начать что-то снимать и все заново это делать. Для меня это просто морально будет сложно. Хотя, как я поняла, это все неизбежно. Я очень надеюсь, что хотя бы оставят аккаунт, да, можно будет зайти что-то посмотреть, пусть даже и не выкладывать. Столько у девочек всяких мастер-классов, всего. И очень жалко, если это все потеряется. Я свои мастер-классы скачала, но они у меня есть на Яндекс.Дзене. Но, как говорится, не факт, что Яндекс.Дзен не закроют и, ну, в общем, что-то пойдет не так. В данный момент нельзя ни на что надеяться, поэтому пока мы просто вяжем. В общем, хочу показать единорожку. Хватит ныть. Я ее довязала. Вот такие вот локоны получились. Их у меня много. Здесь у меня через один ряд. Ну, в общем, слишком густо получилось, но мне нравится. Я фотографию не делала. Угу. Ну, не знаю. Завела телеграм-канал. Кстати, я вам оставлю ссылочку под видео на телеграм-канал.
Я пока не разобралась, что там выставлять, не выставлять, что там писать. Но там можно писать мне комментарии, вот, на какие-то мои сообщения, да. Ну, в общем, просто создала такой канал, в котором, если вдруг я куда-то перейду, да, там тот же Яндекс.Дзен, если буду прям вот хорошо его вести, я оставлю там ссылку. Ну, знаете, это на случай того, что если YouTube закроют, то вы просто сможете зайти в этот Telegram и найти, где я буду размещать видео. Вот. Ну, я, по крайней мере, планирую, что, ну, я не брошу все это. Ну, а там посмотрим. Но вязать я точно не брошу. Я вяжу давно, с детства. Вряд ли я брошу вязать. Я же как бы вязала не для канала, а... Ну, просто я изначально очень много вязала. Канал это был уже второстепенный такой, так сказать. Ну как, просто захотелось монетизировать мое вязание, вот. А до этого я же бесплатно вязала. Много и бесплатно. В общем, такая красивая грива. Как обычно, что-то прицепилось. Вот такие вот глиттерные глазки. Я, кстати, успела заказать еще черненькие глазки и подвески для брелочков. Потому что, как я поняла, либо уже запретили, либо запретят. В общем, посылки из Китая, почта работает плохо. Ну, в общем, не будем говорить плохие слова. В общем, полная опа. Но опять же, это ничего страшного, пока у нас все мирно, и, надеюсь, так и продолжится. Ну, в общем, вы поняли, о чем я. В общем, вот такая вот красота. Говорить тут я даже не знаю, я не могу даже оставить ссылку вам на мастер-класс. Ну, хотя, в принципе, я, наверное, оставлю вам теперь ссылку на Яндекс.Дзен. Наверное, так будет правильно, потому что, ну, не знаю. Ну, оставлю и ссылку на YouTube, но я не знаю, как это все будет работать. Будет оно работать или нет. Это мой мастер-класс, и кто со мной давно, тот знает эти игрушечки. Много игрушечек по одной схеме. Я, кстати, моточек 50 грамм извязала, и у меня вот такой еще остался. Здесь грамм 20 или 22 я взвешивала. Ну, в общем, если бы я сделала кудри, ну, петель хотя бы на 5-10 поменьше, ну, чтобы они не были такие прям вот длинные, да, то я думаю, что моточка вот 25 грамм бы ушло... Не 25 грамм. В общем, бы одного моточка хватило бы мне на 2 единорожки. Но, в принципе, если уменьшить, то этого моточка хватит и на вторую единорожку, только не такая густая грива будет. Не такая пышная. Как-то так. Также еще хочу показать. Я, так сказать, вяжу, да, но ничего не собираю. Поэтому у меня уже 2 заготовочки на зайчиков. Тоже по своему же мастер-классу вяжу. Немножко, ну, свет как-то падает не так. И кажется, что полотно какое-то, ну, в общем, тени так падают. Вот. Такие малыши. Это я вяжу из полушерсти. У одного будет вот такое ушко здесь. Ну, не одно, а 2. Вот так вот будет. Такой вот зайчик. А у другого просто одного цвета ушки. Связала, но мне лень что-то сидеть пришивать, поэтому, ну, в общем, на что хватает, так сказать, настроения, вязания, да, то и вяжу. Вот. Одному голову закрыла, второму лень. И еще, смотрите, я вот здесь глазки ставила по-разному. Здесь почему-то заглушки у меня не закрывались, а в другую сторону. И, ну, в общем, я взяла и другой стороной их приткнула. Получились они вот такие вот выпуклые, а вторые защелкнулись. И они вот туда углубились. Вот так, наверное, да? Я думаю, видно, о чем я говорю. Одни туда утопились, а другие торчат. Вот. Ну, в принципе, хоть так мне
нравится, я все равно их немножко белками вот туда вот так вот топляю. Поэтому как бы ничего страшного. Хвостиков нету, но я их потом вышью. Хотя, может быть, и вывяжу. Вот. Мне кажется, вот это немножко побольше получился. Хотя, может быть, просто я еще не закрыла макушку, и поэтому так. Вот. Из моточка. Вот такой вот моточек у меня Baby крохи из Фикс Прайса. И из такого моточка 40 грамм у меня получилось связать 2 зайчика. И еще вот столько осталось. Ну, то есть даже если бы я вот такие вот белые вставки не делала, то все равно бы мотка хватило и все равно осталось. Такие, знаете, экономичные зайчики. Получается, за 59 рублей у меня получилось 2 зайчика. Ну, если не считать наполнители, глазки. Да, глазки сейчас тоже в 2 раза дороже. Но у меня есть небольшие запасы. Я думаю, что на какое-то время мне все равно всего этого хватит. Так, это не все. У меня есть еще кое-что связанного. Так, наверное, буду показывать все подряд. У меня здесь не совсем так презентабельно это все выглядит. Так, ну, начну, наверное, сначала с того, что связала вот такую уточку. Она мне еще тоже не оформлена. Еще ей нужно связать щечки розовенькие. И, ну, в общем, пришить капюшончик. На капюшончике у меня будут вот такие вот ушки зайчика. Вот здесь вот. Ну, знаете, вот вязать вяжу, а ну, не хочется собирать. Я вот предыдущую уточку собирала, у меня она какая-то кривенькая получилась. И я решила вязать, а потом при хорошем настроении, так сказать. Ну, в общем, когда-нибудь потом соберу их. Главное же связать, правильно, а оформить там мелочи. Тут пришивать немного, но не хочется. Кстати, я кончики пообрезала, я буду пришивать обычной хлопковой нитью. Вот. По ниточке. Это я вязала из вот такой вот ниточки Dolce Baby. Раньше я не вязала из такой. Это на 8 марта мне муж делал подарок. Сказал, все равно покупать, все равно цены повышаются. Ну и, в общем, я приобрела немножко себе ниточек. Вот такие вот цвета. Ярнард Dolce Baby я взяла на уточек. У меня еще был голубой. Вот от голубого все, что осталось. Мне было лень снимать видео о покупке. Ну, не знаю, это, знаете, так. В общем, обычно я пряжу, если покупаю, я ее оставляю. Не вяжу из нее, пока как бы видео не сниму. Но сейчас такие времена. Я решила ничего не снимать, просто вязать. Ну, знаете, поднялась цена на пряжу, и не особо хотелось какое-то там видео выкладывать. Типа, вот, смотрите, пряжа. Ну, в общем, вы поняли, да? Угу. Вот такие моточки. И сейчас, если я найду... Вот, вспомнила, куда я его дела. В общем, вот такая уточка у меня должна получиться. Эту я вязала из Alize Cotton Gold. Вот такая уточка. И вот такой вот размерчик, смотрите, из вот такой тонкой пряжи. Здесь метраж 100... Ага, не 100. 85 метров здесь на 50 грамм. Вот такая вот ниточка. И вот такая вот разница. Ну, здесь еще ушки будут. Смотрите, вот так. Вот. Я, конечно, извиняюсь, что я не собрала игрушки. Но, как я уже говорила, я показываю все как есть. Ну, я поняла, что я их не соберу на этой неделе. И, в общем, я подумала, чего ждать. Сниму хотя бы, ну, показать, что что-то вяжется. Что-то у меня тут продвигается.
Вот это у меня какая-то несчастная уточка. Я вот эту вот часть вязала 2 дня. Нет, у меня еще 2 ушка есть. Вот. 2 ушка было у меня связано в какой-то день. Вот такой вот воротничок, он вот здесь вот пришивается. И 2 ручки. А на следующий день я вот связала туловище и вот так вот головы. И все, даже здесь вот шли ряды без изменений, надо было, да, ряды вязать. И, ну, мне даже вот такое вот что-то не вязалось. Мне так обидно стало за Инстаграм, за YouTube. Вот. А сегодня я что-то проснулась и подумала, что это все мелочи жизни. Ничего страшного. В общем, вот. Да. Но в предыдущий день, пока было все нормально, у меня даже связалась такая вот заготовка. Полностью, я бы сказала, связала вот такую заготовку на зайчика. Здесь еще будут вот такие большие ушки. Так. Не, ну это, конечно, не совсем то. Там красивый зайчик должен получиться. Ну, я просто хочу показать, что он довольно-таки большой получается. Сантиметров, наверное, 25. Ну, 23 точно. Здесь еще нужно всякие утяжки сделать. И он должен быть вот так помелее. Так, вязала я его с вот такой вот ниточки Газал Джинс. Ну, и цвет это, не знаю, какой-то песочный 11-13. Вот. На зайчика ушло практически весь моток. Остался вот такой небольшой остаточек. Я еще переживала, думаю, хватит, не хватит. Но все хватило. Сейчас я вам, наверное, покажу фотографию, как выглядит зайчик вживую. Вставлю здесь фотографию. И знаете, я долго смотрела на этого зайчика. Я еще в феврале видела мастер-класс, но там было недовязание, я решила его не покупать. А тут 8 марта была скидка на мастер-класс, и я подумала, ну, почему бы и не купить. Вот. И знаете, там на фотографии, ну, как вы уже увидели, ножки у зайчика вот так вот сдвинуты. Я вообще люблю такие игрушки, у которых ножки вот такие косолапые. И вот только из этих косолапых ножек я купила мастер-класс. И мои даже схемы игрушки, ну, в общем, такие косолапенькие. Ну, вот, видите, и у зайчика они вот сюда вот как бы сдвинуты. И у единорога вот так вот сюда. А у зайчика были вот так вот сильно сдвинуты ножки. И я только из-за того, что оно вот так очень близко не расположены, я приобрела из-за этого мастер-класс. Мне очень хотелось, ну, как бы посмотреть, как это вяжется. Ну, и к моему удивлению, здесь, оказывается, просто вот эта часть вот так вот пришивается нитками. Да, я немножко расстроилась, а потом подумала, ну и да ладно. Знаете, так как, ну, не хотела заморачиваться, да, самой там не вывязывать вот эти все изгибы. Хотела сделать проще, и в итоге проще решить. Вот. Ну, я думаю, ничего страшного, что я рассказала этот момент. Может быть, кому-то это будет либо, как сказать, лайфхак, да, то, что не обязательно все это вывязывать, можно просто пришить. Ну, а можно и так оставить. А здесь по факту ножки прямые, они вот так вот. Просто я их сюда сжимала постоянно. Не знаю, буду я их сшивать или нет. Ну, в общем, как-то так. Ну что, вроде бы это и все. Больше никаких у меня работ нету. Хотя нет. Сейчас покажу. Я же довязала свой топ. Я, конечно, хотела снять его на себе. Вот я когда-то вязала кардиган и показывала, да, ну, что я связала кардиган. Вот.
Хотела показать топ на себе. Но, знаете, он не совсем красивенько на мне сидит. Он так, знаете, прям, ну, в облипочку. Вот я его еще не стирала, ничего. Он такой приятный на ощупь. Вот. Красивый на цвет. Сейчас на улице пасмурно, но я думаю, вы знаете, это наподобие как у Yarnard Jeans 76 цвет. Вот типа такого оттеночка, но это пряжа вот такая Baby Cotton от Yarnard. Это такой аналог, знаете, Gazal Baby Cotton. Очень похожая ниточка. Такая вот у нее же скрутка. Я очень долго его вязала. С лета, наверное, я вязала, думала, осенью закончу. Но в итоге к весне я закончила. Низ у меня вот такой. Вот здесь не резинка, ничего, а вот такая вот окантовочка. И такие же я сделала рукавчики с такими вот дырочками. Да, наверное, так, конечно, не показывают. Он мне немножко такой помятый. Ну, потому что я его связала, свернула и думала, покажу вам в предыдущем видео, но забыла, в общем-то. Вязала на 50 размер, но в груди немножко в облипку, я бы сказала. Ну, он вроде бы и тянется, но как-то вот, знаете, надо бы пару килограмм скинуть. Вот, потому что за последние месяцы я уже 3 килограмма набрала. Да, за последние месяцы это январь-февраль, а март еще не начался. Вот, а у меня уже плюс 3. Вот, я если скину эти 3, то как раз кофточка хорошо сядет. Ну, а если нет, мне есть кому подарить. Хотя, знаете, будет мотивация похудеть, и тогда мне кофточка достанется. Да. Вот. Такие здесь подрезы. Ну, в общем, как-то так это выглядит. Здесь азиатский росток. Ну, и я уже рассказывала, я вязала его по мастер-классу на ютубе. Но, опять же, не знаю, работает YouTube, не работает, как все будет, поэтому не буду ничего оставлять, никаких ссылок. Не знаю, мне кажется, это все зря. Ну и давайте, хотите, покажу, какую пряжу я купила. Ну, это такое, знаете, не каждый хочет смотреть, мне кажется. Это, знаете, ну, я понимаю, что многие не успели купить и очень подорожало, у кого-то нет возможности, чтобы ее купить. Вот я тоже покупала 8 марта, пока она была чуть дешевле. Ну, чтобы вы понимали, вот я 8 марта купила моточек пряжи 200 и 220 рублей, а сегодня она уже 250 стоит. И Yarnard Jeans я брала по 100 рублей уже, а сегодня уже эта пряжа 130. А на некоторых сайтах вообще и 147, и 139. Ну, в общем, такое. Ну, в общем, покажу вам подарочек, так сказать, от мужа моего. Так, смотрите, взяла вот такие вот моточки. Это новая для меня пряжа. Это Volans Bunny Baby. Ну, вроде бы так. Вот. Ну, я так понимаю, это аналог Himalaya Dolphin Baby, Yarnard Jeans. Ой, Yarnard Jeans. Yarnard Dolce. Аналог Yarnard Dolce. Вот. Ну, в общем, вы поняли. Просто плюшевая пряжа. Я из нее не вязала, но, знаете, я сделала небольшие запасы, чтобы у меня была возможность вязать котиков. Так-то в основном я плюшевые игрушки большие не вяжу. Я вяжу только пончики, черепашечек, ну, в общем, такие брелочки и маленькие игрушки. Вот такая вот пряжа и вот такие вот цвета.
Вот эти вот два взяла, может быть, свяжу авокадо. Вот. Ну, по крайней мере, хотелось бы попробовать из вот той маленькой схемы, которую я вяжу. Интересно посмотреть, как получится. Вот. Так. Дальше из плюшевых это Гималай Dolphin Baby, Дольче и еще моточек Дольче. Не знаю, взяла вот эти вот желтенький, может быть, уточку свяжу, но вряд ли. Я, скорее всего, оставлю на котиков. Мне котики просто выгоднее для оплаты аренды полочки. Вот. Кстати, вот эта вот пряжа была дешевле на 20 рублей, но я бы сказала, по качеству они совершенно не отличаются. Я, конечно, еще не вязала, но на ощупь вот это вот даже приятнее, чем Дольче. Но опять же, все зависит, конечно, от расцветки. Вот. Такая палитра. Еще взяла вот такие вот расцветочки Гималая. Вот этот, кстати, думала, что он молочный, а он немножко с такой какой-то зеленцой. Хотя на камеру особо не видно. Видимо, освещение сегодня другое, и уже он не такой. Вчера он был зеленоватый, а сегодня он у меня бежеватый. Белых взяла побольше, это чтобы разбавлять вот эти вот цветные моточки. Ну, котиков я полосатенькими вяжу. Вот, серенький, желтенький. Ну, в общем, как-то так. Докупила два моточка вот таких вот светленьких. 0,3 я использую для кончиков копыток, там единорогам, всяким животным, да, вот которые я вяжу по своей схеме. Взяла беленькие, чтобы белки вышивать. Вот. Так-то у меня пряжи много, но вот таких расцветок у меня там мало, поэтому докупила. И, конечно, очень, ну так, как сказать-то, очень необычно покупать моток за 100 с чем-то рублей, когда буквально там в январе я покупала по 64, там по акции у девочки. Вот. Я уже пожалела, что взяла тогда мало. И последняя упаковочка. Взяла такие ходовые цвета, которые у меня закончились. Это Alize Cotton Gold. Взяла два белых, потому что, ну, потом будет дороговато покупать. Голубенький у меня закончился, желтенький закончился. На мишек тоже закончился. Вот такой у меня был, я елку связала. И на коал. Вот такие цвета. Я думаю, все знакомы с этой пряжей. Нет смысла прям разворачивать, показывать каждый моточек. Каждый может зайти на какой-то сайт, посмотреть. Ну и видео с пряжей очень много. В общем, такая у меня была покупка. Такая у меня получилась неделя. Вроде бы вязальная, вроде бы не вязальная. Ну что, вроде бы все рассказала, все показала. Оставлю вам ссылочку на канал Telegram, ссылочку на Яндекс.Дзен. Можете подписаться, если вдруг эти соцсети закроются, так сказать, если Инстаграм закроют, то я буду в Яндекс.Дзен. Пока месть как бы так. Спасибо вам огромное за ваши добрые комментарии под последним видео. Мне очень приятно, что многие меня поддержали. Плохих комментариев было буквально 2 или 3. Вот. Но я думала, что будет хуже. В общем, говорю вам всем огромнейшее спасибо за поддержку, за теплые слова. Надеюсь, что мы еще встретимся на Ютубе. Но если нет, буду ждать вас в Телеграм и в Яндекс.Дзене. Если их тоже не закроют. В общем, всем пока и до новых встреч.